В начале этого месяца на Netflix состоялась долгожданная премьера фильма «Франкенштейн» Гильермо Дель Торо. Несмотря на то, что фильм идет 3 часа, просто преступление его не увидеть и, конечно же, не поболтать о нем. Здесь Гильермо сместил немножко временные рамки, переосмыслил сюжет, переосмыслил героев и, конечно, пригласил потрясающую художницу по костюмам. Я не представилась, меня зовут Гонза Елена, и я рассказываю о кино и костюмах кино, а сегодня даже и про украшения. Для создания костюмов персонажей этого фильма Гильермо Дель Торо пригласил к сотрудничеству Кейт Хоули, художницу по костюмам, с которой он уже работал над фильмами «Тихоокеанский рубеж» 2013 года и «Багровый пик» 2015 года. Кстати, она же делала костюмы для «Отряда самоубийц» 2016 года Дэвида Эйра и костюмы для 3 фильмов про «Хоббита» Питера Джексона. Питер Джексон когда-то и познакомил Гильермо Дель Торо и Кейт Хоули. В ту первую встречу Гильермо обратил внимание на ее книжную полку и, заметив там книги про Франциско Гойю, Караваджо и ребят, которых он сам так любит, понял, что общий язык они найдут. К слову, Гильермо очень хорошо знает искусство, литературу, а Кейт в прошлом имеет степень, кажется, по истории искусств. Ну, в общем, нашли они общий язык. Сейчас они имеют еще и общий багаж в виде 2 предыдущих фильмов и этого уже 3-го совместного проекта. Как рассказывала Кейт в одном из интервью, действие фильма «Франкенштейн» должно было происходить в период эпохи Просвещения или во времена Мэри Шелли. Но Гильермо Дель Торо решил немножко сдвинуть эти временные рамки, подставив фоном период Крымской войны, то есть это 1850-е годы. У Гильермо за весь долгий подготовительный период сценария к этому фильму, а он над ним очень долго работал, уже сложилась целая схема, целый мир этих персонажей. И для него это смещение означало более современную интерпретацию. То есть в этот период уже промышленная революция улучшила жизнь человечества и, к слову сказать, даже те хирургические инструменты, которые мы видим на экране, очень усовершенствовались к тому времени. Конечно же, попытка сделать более современным классический текст не могла не коснуться костюмов. И здесь основным требованием Гильермо, художницы по костюмам, было то, что он не хотел диккенсовской интерпретации этого периода. Он не хотел видеть эти классические черные цилиндры и, в принципе, тот самый классический коричневый мир, который мы можем представлять, так как знакомы с произведением того периода. Гильермо очень хотел цвета яркого, контрастного и насыщенного, и, как помнила Кейт, конечно же, нельзя было забывать и о готическом шике. А так как помимо временных рамок Гильермо Дель Торо еще изменил жанр этого фильма, и теперь вместо ужасов перед нами романтическая трагедия, конечно же, здесь прослеживаются и моменты как романтической чувствительности, так и вкрапления некоторых отсылок как религиозных, так и мифологических. Конечно, это все еще и обрамляется дымкой такой себе меланхолии, которая напоминает нам о мире, похожем на сон. Ну, о сюжете, я думаю, не стоит рассказывать. Всем он и так известен. Есть создатель, есть его креатура. К концу непонятно, кто из них на самом деле чудовище. Есть еще линия любви. В общем, думаю, что как раз сейчас через костюмы очень легко будет понять, что именно добавил режиссер к этому фильму, какие интерпретации через детали можно увидеть. И, конечно же, на что стоило обратить внимание. И вы наверняка обратили внимание, но не составили пазл. В общем, сейчас мы его составим. Кейт Хоули в одном из интервью говорила, что она немножко зануда, поэтому подготовку к этому проекту начала не с одежды, а в первую очередь перечитав роман Мэри Шелли. Также она погрузилась в изучение исторического периода, а именно с 1840 по 1870-е годы. Тогда происходило очень много событий, и силуэт постоянно менялся, женский силуэт в особенности. Но получив подготовку этого всего, нужно было эти все знания отпустить, так как основная история – это все-таки сценарий Гильермо, и нужно было следовать за его идеей. Эта экранизация порой напоминает сон. И, конечно, здесь должны были быть отсылки к некоторым художникам. Они тут есть, например, отсылки к работам Караваджо, а также Каспара Дэвида Фридриха. Используются они тут для того, чтобы вызвать ощущение меланхолии, а также создать атмосферу, будто природа пронизывает все.
Это было важно и для тканей, которые тут используют, так как большинство персонажей представлены как раз через их гардероб. Мы обращаем внимание на красный акцент в одежде Клэр Франкенштейн, матери Виктора, а также на перчатки и трость Генриха Харлендера. Цветовая палитра, в принципе, всегда важна Гильермо Дель Торо, и здесь он ее использует так же, как определенные аспекты в некоторые периоды, показанные в фильме. Например, детство Виктора обрамлено красными, черными и белыми акцентами, а начало фильма мы видим в бежевых, белых и голубых оттенках. При этом Клэр говорила, что белый как раз не рассматривали как символизирующий смерть. Также, конечно, здесь есть и религиозные моменты. Например, акцент на капитана корабля, который напоминает Петра у ворот. Интересно, что в фильмах Гильермо Дель Торо иногда даже цвет имеет собственную роль и собственный сюжет. Например, красный цвет мы замечаем, когда видим мать Виктора Клэр Франкенштейн в первой сцене. Ее красную вуаль невозможно не заметить. Дальше красный цвет появляется как окровавленный отпечаток на спине маленького Виктора в сцене, когда его мать умирает при родах. Позже мы замечаем его красные перчатки, когда он уже стал мужчиной. Дальше красный цвет мы видим на чипце Элизабет. Позже он возникает в образе архангела, который оживает, символизируя собой смерть. Ну и в конце на Элизабет, когда красный проступает сквозь ее белое платье. Мир Гильермо Дель Торо определенно бунт против тьмы. При этом он очень четко обозначает каждого персонажа. Например, Виктор – это художник и денди в одном лице, а Элизабет более такой ускользающий образ, напоминающий жуков и их крылья. В то же время существо или креатура – это более сказочный персонаж, даже, можно сказать, возвышенный. Гильермо принимал участие во многих примерках, что было временем как игр, так и обсуждений. И когда обсуждали персонажа Виктора, акцент делали на том, что он будет такой себе рок-звездой, уверенной в себе. И отсылками тут были образы Принца и Дэвида Боуи. Когда мы впервые видим Виктора уже во взрослом возрасте, он представляет свое изобретение медицинской аудитории. И на нем мы замечаем бархат, который, с одной стороны, намекает на то, что он выходец из аристократии, с другой стороны, этот бархат уже весьма потертый, что говорит и о том, что его денежное состояние оставляет желать лучшего. Но тогда же он знакомится и с Харлендером, который предлагает ему сотрудничество. А Франкенштейн любит деньги, и мы видим, как в процессе сотрудничества и немножко улучшается его гардероб. Виктор Франкенштейн с самого начала это не безумный ученый, а художник, который делает что-то прекрасное. Это своего рода Пабло Пикассо или Фрэнсис Бэкон. Когда создавали этого персонажа, также референсами были молодой Мик Джаггер и Рудольф Нуриев. Как говорила Хоули, хотелось передать чувство, что он ходит в лабораторию, будто рок-звезда выходит на сцену. Один из любимых предметов гардероба, созданный Хоули, это его халат. Этот персонаж никогда не мог выглядеть изможденным, он всегда одет прекрасно, в нем есть какая-то эта сумасшедшая энергия. И когда была сцена, когда он создает свое творение, также хотелось, чтобы здесь было ощущение, будто создается оркестровое произведение на протяжении многих дней. Он создавал своего Микеланджело, у него не было цели сделать что-то ужасное, наоборот, он хотел сделать существо, прекрасное существо. Художник по гриму Майкл Хилл и Гильермо проделали огромную работу над созданием существа, которое играет Джейкоб Эллерди. Джейкоб, кстати, в одном из интервью рассказывал, что на грим затрачивалось огромное количество времени. Для первых сцен порядка 11 часов уходило на то, чтобы загримировать его, а к концу фильма уже около 6.
В начале фильма мы видим, что Виктор, которого играет Оскар Айзек, на поле битвы в Крыму собирает тела погибших солдат для своего эксперимента. Первое, что мы видим на ожившем существе, это бинты, которые напоминают Христа. Хоули описывала персонажа Элларди как обнаженного ребенка внутри. И по факту для него одежда будет нести символический аспект, а не будет являться частью характеристики этого персонажа. Первый предмет гардероба, который у него появляется, это пальто одного из погибших солдат, которое он накидывает на себя, но оно по факту является еще одним слоем кожи. Когда существо попадает на мельницу, его первый опыт любви происходит через дар одежды, еды и тепла. По факту мы видим его метаморфозы в одной и той же одежде. Но интересно, что на протяжении всего фильма по факту Виктор и его креатура являются собой персонажи, которые зеркалят друг друга. То есть они абсолютно меняются к концу фильма, и Виктор становится, по сути, существом. У него появляется протез, его лицо разбито, его одежда разорвана, и в то же время существо, хотя оно и остается в той же одежде, обретает и дар красноречия, и какое-то благородство, и, конечно же, прощение. Про персонажа Генриха Харландера в исполнении Кристофа Вальца, конечно, тоже надо сказать. Изначально его образ был более вычурным, но когда приходит актер, задумки художника по костюмам и режиссера могут измениться. Так и здесь произошло, когда Кристоф начал играть своего персонажа. У Гильермо был акцент на синем цвете, и, конечно, этот цвет остается в гардеробе Генриха, но его гардероб гораздо более сдержанный, чем планировалось изначально. Более того, для этого персонажа использовались корсеты, для того, чтобы было ощущение, что он держит себя в рамках и пытается держать все под контролем. Но, как говорится, дьявол кроется в деталях, и здесь как раз нужно обращать внимание на его акценты в гардеробе и на аксессуары. Например, эта маленькая нимфа на его трости или перчатки, напоминающие цвет кожи. Это все отображает самого Гильермо и, конечно, придает определенный интересный аспект этому персонажу. Мия Гот играет в этом фильме сразу двух персонажей. Первый – это уже упомянутая мать Виктора Франкенштейна, а второй персонаж – это Элизабет, безответно возлюбленная самого Виктора и невеста его младшего брата. Костюмы Элизабет отражают ее чувственность и эфемерность. Хоули, к тому же, хотелось показать через них ее любовь к природе, через аксессуары, фактуру, конечно же, ткани. Кстати, ткани делались на заказ, начиная от зеленого шелка, который был вдохновлен малахитом, заканчивая мраморным бархатом. Элизабет постоянно меняется, она по факту как метафора, и она отображает и зеркалит каждого персонажа этого фильма. Например, когда Виктор ее впервые видит, она в своем голубом платье напоминает ему ангела, а немножко позже ее образ с красными акцентами дает очень четкую ассоциацию с сценой похорон его матери. «Религия Элизабет» – это естественная теология Уильяма Пейли, книга XIX века. И вместе с этим Элизабет воспринимает природу со всей ее красотой и ужасом. Она напоминает женщин таких мимолетных, муз, даже напоминает Мадонну. Для создания этого образа использовалось очень много тонких прозрачных вуалей, чтобы ее движения иногда напоминали нам какую-то дымку или кисть художника. Впервые мы видим Элизабет в синем платье. Оно приковывает внимание, но это платье нужно рассмотреть немножко детальнее. Принт этого платья – это рентгеновский снимок. Его разработали Хоули вместе со своей командой, и с одной стороны он напоминал викторианский дамасский узор, а с другой стороны и намекал на мир анатомии, который довольно-таки часто используется в узорах и мотивах.
на юбку для этого платья ушло не менее 60 метров ткани. Но это платье делалось несколько месяцев не из-за фасона, а из-за того, что Гильермо Дель Торо и оператор этого фильма решили, что будут использовать этот наряд в ночной сцене, и основной источник света будут свечи. Соответственно, платье того оттенка, который задумывался изначально, оно просто не читалось. Художественный отдел просто ломал голову, что делать с этим платьем, и, как ни парадоксально, они добавили много серых слоев, и этот синий цвет действительно начал читаться на камеру. Некоторые вырезы на платьях Элизабет напоминают портреты Мэри Шелли. Кейт Хоули говорила, что когда она создавала наряды для Элизабет, силуэты делала довольно простыми, но когда дело коснулось кринолинов, Гильермо сказал, что он хочет пышные и еще пышнее. Для некоторых сцен это было окей, а для некоторых было немножко проблемой, потому что художникам-постановщикам пришлось даже расширять дверные проемы. Некоторые головные уборы Элизабет напоминают нимбы, и это не просто так. Художница по костюмам говорила, что даже один из головных уборов она скопировала с картины Мадонны. В принципе, в кадре мы можем довольно часто видеть круги, и как в религиозном аспекте, так и в мифологическом. Например, художница-постановщица Тамара Деверелл даже в лаборатории Виктора вставляет голову медузы. В принципе, когда работаю с Гильермо Дель Торо, он придумывает идеи, которые затрагивают все отделы. Например, когда создавали зеленое платье, Деверелл бегала по всем декорациям башни, добавляла зеленый мох для того, чтобы подчеркнуть насыщенный цвет этого платья. Кстати, узор этого платья был вдохновлен бабочками и узором их крыльев. Хоули, в принципе, много времени изучала клеточную структуру насекомых, и в их мастерской лежали как малахиты, так и целая коллекция жуков, которой вдохновлялся весь отдел для создания этих костюмов. Свадебное платье Элизабет мы видим ближе к финалу фильма, но тем не менее это был первый образ, разработанный художницей по костюмам. Изначально она разработала вот эти бинты на руках существа, а позже начала и делать платье, делая отсылки на рукавах как раз к вот этим бинтам, и в то же время отдавая дань уважения фильму «Невеста Франкенштейна» 1935 года. Перед нами не просто классическая викторианская невеста, перед нами, конечно же, невеста Гильермо Дель Торо. И особенность ее костюма не только в рукавах из лент, но также и в этом каркасе грудной клетки, который основан на швейцарских лифах. На это платье было затрачено 5 или 6 слоев ткани, и оно сделано как бы снаружи, наизнанку. То есть самый верхний слой – это самая-самая тонкая органза, которую только смогли найти. И когда в сцене, когда кровь проступает на это платье, оно из платья превращается в часть анатомию Элизабет и становится не просто тканью, а частью живого существа. Эта сцена была, наверное, одной из самых сложных для художницы по костюмам, и для нее было создано аж 9 версий этого самого свадебного платья. Но как аксессуар мы здесь видим еще и красное украшение с крестиком, и это не просто украшение, это, конечно же, Тиффани, о котором уже так много говорили во всех рекламных кампаниях фильма «Франкенштейн». Именно это украшение разрабатывалось Хоули вместе в сотрудничестве с компанией Тиффани, но помимо этого украшения, конечно же, использовалось еще много разных. Вообще, кажется, в фильме использовалось 27 украшений от Тиффани, и Тиффани стали первой ювелирной компанией, которая заключила сотрудничество вместе с Netflix. Ювелирные изделия стали очень важной частью повествования этого фильма, но изначально Тиффани не сильно стремились к сотрудничеству, видимо, представляя себе что-то из разряда новой версии с Борисом Карлофом. Но когда они увидели референсы того, что будет создано Гильермо Дель Торо, они согласились, и Кейт Хоули получила доступ к архивам украшений, которым уже около 200 лет.
Конечно же, благодаря фильму стали культовыми два украшения, а именно ожерелье из синих скоробеев, которое было создано под руководством Луи Комфорта Тиффани в начале 1900-х годов, а также ожерелье Уэйт, шедевр, созданный легендарным дизайнером Тиффани Полдингом Фернамом. Кстати, это украшение когда-то создавалось для любимой жены наследника Western Union. В принципе, все украшения, которые вы здесь видите, даже карманные часы и гребень для волос, это все из архивов Тиффани. И сама компания, конечно же, не могла не отметить такой яркий и красивый дебют своего сотрудничества с Netflix. И они к премьере этого фильма разместили на Пятой авеню в своем флагманском магазине высоковольтные иммерсивные витрины как раз с украшениями, которые были представлены в этом фильме. Наверное, про этот фильм сегодня все. Мне было приятно рассказать об этом. Надеюсь, вам тоже было интересно. И обратите внимание на такие вот прекрасные детали в фильме, если вы его еще не видели. А если вам нравится подобный контент, пожалуйста, подписывайтесь, пишите комментарии, мне будет приятно. Спасибо и до встречи. На следующей неделе мы снова рассмотрим что-то интересное. Пока!